Previously on Жрач. Я придумаю шкалу для измерения плохих шуток. Я предлагаю «мне нравится». Я не могу шутить над теми, кто мне абсолютно ничего плохого не сделал. Да... Они насрали в качестве юмора. Я их смотрела, да, ты можешь меня ненавидеть. Так, ты смотришь «Мне нравится»? К черту пошла. Вон из проекта. Глаза бы мои тебя больше не видели. Но это моя квартира. Мне плевать. Жрач. Так, как эта херня работает? Так, это программа Жрач. Я не очень хорош в съемке с руки, потому что мое имя не Милена, и у меня нету рекламы прокладок. Но я постараюсь что-нибудь заснять такое, чтобы вы увидели, как вот здесь произойдет магия. Вот вы как это работает? Вот здесь вот здесь буду жарить. Это вот овощи. Это же не работает. Ничего не понятно. Боб Марли. Вот смотрите, Боб Марли. Итак, идет вот уже 6-й день нашей программы. Мне потом еще будет долго нужно это монтировать, потому что, я не представляю, видите ли вы вот эти вот, например, хорошие, прекрасные Какой бубочки, кошмар, мне господи, большие. я не могу это терпеть. Чувак, как ты так можешь? Так. Шалом! С вами Жрач. Нас не было давно, мы вернулись, и все-таки надо шуточку про евреев вспомнить, да? Итак, Аврааму было 2 петуха. Черный и белый. Он решил зарезать одного из них, но думает, если я зарежу черного, то будет скучать белый, если я зарежу белого, будет скучать черный. Он обратился со своим вопросом к раввину. Раввин, рассуди, какого петуха мне зарезать? Раввин подумал и сказал, режь черного, но тогда белый будет скучать. Ну и хрен с ним. А мы скучать не будем, потому что мы готовим крем-суп. Пюре. Пюре дурацкое слово. Это же и пюре. Пюре это то, что можно собрать в руки, и оно не вытечет из пальцев. Я только что придумал формулировку, надо ее запомнить. А крем-суп это как... Я написал кому-то, что я стал гуру крем-супов, ввиду болезни и всего остального, определенной диеты. И мне сказали, да это же все поместить в кастрюлю и перемолоть блендером. Нет. Все не так. Все не так. А крем-суп у нас будет с лососем. И для этого нам понадобится, в общем-то, не так много ингредиентов. У меня просто их много на большую кастрюлю. Сколько здесь? Скажем, 4 литра? 5? Не знаю. Не знаю литров, но много. Больше, чем 2. Больше, чем 2 это много. 1-2 много. Так я говорю дамам про размер своего пениса. У меня 3 сантиметра. И про количество их сисек. Да! То есть это оптимальное количество. 2 сантиметра пениса, 2 сиськи. И я накупил ингредиент. Вы нас просто говорили в комментах, что, мол, у вас блюда такие все изысканные, они стоят, наверное, дорого, и они нищеброд. Вот это, в принципе, довольно нищебродский рецепт, пацан. Вот ты, который писал, я предполагаю, что пацан, не помню. И наше блюдо не слишком дорогое. То есть даже при нашем на большую кастрюлю все накупили, вышло около 500 рублей. Если будете покупать на 2-литровую кастрюлю, а 2 литра на одного человека, если вы живете где-нибудь в общаге, или просто один, этого вполне хватит на пару дней. А он будет вкусный, будете есть его быстро, и даже так хватит довольно продолжительный период. Итак, мы будем готовить мирпоа.
Это ароматическая добавка для всех супов. Неважно, овощной бульон, не овощной. Это лук, красный лук, в данном случае в том числе. Лук-порей, можно даже сельдерея. И морковь, обжаренная Который ек цуп-цуп. на сливочном масле. Ну да. Пропорции на большую, 4 литра, предполагаю, я на самом деле не знаю. Кастрюлю нужно где-то одну красную луковицу, одну белую, или можно половинку одной и целиковую вторую, если вы не так любите привкус лука. Морковь, одна здоровая или какие-нибудь там 2-3 мелких. И лук-порей где-то, я сидел и думал, и на это ушло все время. Возможно, думал на протяжении 2 недель, поэтому идет для жрача. В чем мерить луки-пореи? Треть среднего стебля. Стебля. Среднего стебля? Да, среднего стебля. Что? Наше шоу это среднего стебля. То есть средняя Берем и загреваем эту кастрюлю, будем использовать ее прямо как сковородку. Туда кинем сливочную маслицу, потому что с ним обжарить мирпуа. Ты чувствуешь, как становишься лучше, когда говоришь мирпуа, а? Конечно. Мирпуа. Конечно. Да. Там все это дело обжариваем, не очень долго, пока лук начнет потихонечку коричневеть. Но он не начнет, потому что масла не так много. Там нужно вот этим чуть-чуть все покрыть, чтобы не пригорело. Потом во все это дело мы нальем водички, кинем картофель будет вариться, кинем лосось, кинем сыр, заканчиваем рецепт, закрываем шоу. Ну и потом еще можно украсить. Но мы должны вам показать и поговорить с вами. Вы так давно не виделись. Что у вас нового? Расскажите, а? Если ничего, то не надо рассказывать, вы скучный. Если не мы, то кот, понимаешь? Он не сделает это хорошо. У них нет больших пальцев, в этом все дело. Кстати, про большие пальцы, давай поговорим про такую основную тему, как эволюция. Что ты знаешь про эволюцию? Я знаю, что у нас куча проблем со здоровьем из-за того, что мы прямоходящие. Да, я подумал, что, знаешь, это такой просто яркий стёб над всем величием эволюции. То, что 21 век, человек там пролетел 500 тысяч километров и посадил шаттл на комету. А еще придумали рулон туалетной бумаги, который топится в унитазе и растворяется. О, да, это достижение. Это действительно достижение. Это прорыв. Мы берем еще, предположим, 4 зубчика чеснока и да, все это великолепие, но опять же, мы рассчитываем на где-то 4-5 литровую кастрюлю, большую. Вы можете как-нибудь по-другому все сделать, поделив пропорции на 2, на 3, или заплакав, если вы плохо с арифметикой. У тебя хорошо с арифметикой, Лиз? Отвратительно. Значит, из последнего. Я буду плакать. Я всю жизнь плачу из-за того, что у меня плохо с арифметикой. Я, кстати, математику сдал, я считаю, что плохо, но достаточно хорошо, чтобы поступить на... Угадай, на какой факультет нужно было сдать математику, чтобы поступить. Психологический. Ты и там успел побывать? Я не представляю, каким образом это сочетается, математика и психология, но... Нет, я не успел там побывать, к черту, психологический факультет. Это никому не нужно. Психологи самые замороченные люди из всех, кого я знаю. С ними очень сложно иметь дело. Есть ли у тебя опыт негативного общения с психологами? Да, но я не объективен, потому что большинство психологов, я знаю, они не медицинские специфики, значит, они, то есть не врачи, а там психологи спецфакта. Я не говорю, что все психологи спецфакта это шлак, но в нынешних реалиях, если нынешняя система образования и уровень образования, будем говорить откровенно, они конченые имбецилы. То есть в основном это девушки такие, которые и они у них и своих проблем было до того, как они туда поступили много. А тут они еще пытаются что-то анализировать других, когда они разобрались своими проблемами. Они все себя считают гораздо умнее других. Да, это тоже. То есть прям очень активно. Нет, вы все идиоты, я только один все понимаю. А мужчина У меня есть с этим проблема. Потенциальный мужчина с психфака, наверное, это еще больший ужас, чем женщина психфака. То есть я не представляю, какие изменения у него в голове произошли за все эти годы обучения. Лиз, знаешь, когда начинаешь хорошо готовить? Субъективно, может быть, но когда это начинает нравиться хотя бы тебе. А если ты перфекционист, то это еще сложнее.
когда ты, как ни банально звучит, в духе 70-х Америки, начинаешь забивать на правила. Ну, то есть вообще. А какие правила ты забил сегодня? Ну, по идее, там, жарьте до первой там разваренности, ну или как-нибудь. И ты смотришь и думаешь, пошел ты. Я буду варить до того момента, когда не посчитаю нужным. И единственное, что и где я действительно следую табуированно прям по пунктам, как я уже и говорил в выпусках, это выпечка. Там вот я меряю всего на грамм. И температуру строго держу, потому что... Ложь. Не ложь, я всего лишь... Ложь ты мерил на глаз. Да, один раз соскочил с иглы. Это было молочко. Теперь у нас есть кастрюля с прожаренным мирфуа. Выглядит это примерно так. Пахнет немного лучше, чем выглядит. А теперь мы заливаем это водой, ставим на кастрюлю и кидаем туда картошечку. Картошечку надо на такую большую кастрюлю 3-4 штуки. Блин, я попал в сложную ситуацию. Солим и перчим, как и указано в любом рецепте в мире, на глаз. Ну, не то что на глаз, а на вкус. Солим на глаз. Это, наверное, очень больно. Итак, пока оно греется, а мы курим, мы решили поговорить про что-нибудь неважное. Что ты считаешь исключительно неважным? Кроме анала, о котором ты только что упомянул, чтобы зрители не думали, что это я Мне сказал. не нравится... А, такое нельзя говорить, нас забанят. Мне не нравится герб России. В плане идеи хорошая была, но реализация не очень. За это нас тоже забанят. Ну, правда, там слишком много деталей, это не нужно. То есть мне, например, нравится... Нужно было сделать двуголовый орла, как на флаге Албании. Он потрясающе красивый контурами. Албания дно. Ну, как бы, дно. Ну, объективно. Да, объективно дно. Там единственное, что есть, это удивительно. Единственное, что есть, это тяжелая атлетика. Вообще, все страны, знаешь, все промышленность, все вкалывали на то, чтобы тяжелые атлеты выигрывали кубки. А тебе нравится герб с бобром? Видел? Чей? Так я, чтобы не быть голословной, я говорила о гербе Хорошевом Невнике с бобром. Да. История гласит, что мэр или кто-то там главный попросил свою дочь, по-моему, нарисовать и фигарил это на герб. На самом Что деле, ты думаешь это видно, но не то, что дочь плохо нарисовала или так далее, а то, что это выглядит так, как будто герб срисован с человека, который надел костюм бобра. Так не выглядят бобры, ну ты поставишь потом. Будет. А ты можешь делать потом так, чтобы я держал герб в пальцах, и я его перемещал, как вот это рыбы бобра. Хорошо, а зачем? Не знаю, просто захотелось как-то. Спецэффекты! Как ты думаешь, занимались ли ибицей 100-500 и Киев Клэп? Ну, они приехали на Ибицу, и было бы логично, если бы они... ну ладно. Что? Я вставлю жидкие хлопки при монтаже, потому что у меня сейчас руки заняты. Люблю жидкие хлопки. Жидкие хлопки, это еще знаешь, если... А в следующей программе мы готовим жидкие хлопки. Давай сразу выполним лимит. У нас должны быть шутки про негров и про кого еще? Про школьников? Давай про школьников, мне нравится эта затея. В чем разница? Нет, я совмещу все. Я совмещу банальную шутку про школьника и про негра. Чем отличается негритянский... Нет, не так. В чем разница между негритянским учеником, ребенком? Мало ли, ему 40 лет, он просто тупой. В школе и ведром с говном. Ну-ка. В ведре. Угу. Мы берем картофель, порезанный не слишком мелко, как видите, достаточно крупно. Кидаем в только что вскипевший бульон и еще добавляем томатную пасту, которую я, дурак, забыл добавить до того, как налили воды. Ну ты потом сделаешь так, чтобы красиво было, теперь молодец. Ну, конечно. Алкоголику на заметку. Проливайте пиво на пол. Проливайте его в рот. Это наиболее эффективный способ проливания пива. После того, как вы послушали Ивана Дорна и пролили пиво на пол, добавляем где-то
Хрен знает. Ложки, ну, 3, наверное. И специально на видео положу 4, чтобы никто мне потом писал. Ну ты положил 4, обещал 3. Вот. И, собственно, еще варим где-то минут 15, а за это время занимаемся другими делами. А теперь мы разделываем лосось. Вот он, лосось. Берем стейк лосося, если есть филе, берем филе, потому что разделывать, например, даже я, особо не умею. Знаю, что мы отделяем кожу, пытаемся отделить максимально подальше от мяса, потому что очень уж много уходит, а нам это все еще понадобится. Вот насколько все в природе не так гармонично, как вы думаете. Ты знаешь, кто получится, если взять одну половину? Ну так, таких много даже арт-экспериментов было. Если взять одну половину какого-нибудь безумно красивого лица и достаточно симметричного какой-нибудь женщины-модели и отразить ее симметрично на компьютере. Получается адище, я видела. Получается урод, потому что... Давай продемонстрируем. Прямо встань. У меня довольно симметричное ебало, тут плохой пример. Ну, это будет интересно. То же самое с рыбой. Вот с одной стороны отделилась более-менее, с другой стороны костей прям как у твоей мамки, когда я пересчитывал кости само собой. Тут меня, наверное, полагаю, должно было забомбить насчет мамки, да? Да нет, все, уже поздно. Уже даже нету тех тем, на которые можешь забомбить. Ну, у меня есть одна тема, на которую меня бомбит. Не знаю, хочешь ли ты ее обсуждать или нет, но у меня реально есть одна такая тема, на которую меня прям вот бомбит. Я даже не буду пытаться провоцировать. Бомбит, это звучит как болезнь. Бомбит. Что у вас, батенька, только у вас бомбит? Бомбит, да. У вас в такой форме? Да, более того, еще есть одно называется заболевание, я его придумал. Типа, очень часто почему-то повторяют про гепатит. И там была фраза при гепатите. Я понял, что гепатите это самостоятельное заболевание, то есть нехватка груди, там, типа, в основном психологическая проблема. Вот, гипотите, соответственно, есть, наверное, гипертите, монотите. Гипертите это тоже... С нынешней девушкой, которая сделала себе 3 груди, здесь где-нибудь будет фоточка, ну, потому что она это сделала. Она похожа на мою прекрасную няню, кстати говоря, это вдвойне забавно. Она работала в бутике Бередлева, пока не нашла себе деньги на 3-ю сиську. Собственно, нам осталось чего? Нам осталось немного. Нам осталось сюда добавить сыра. Нам осталось добавить немножко сливы. Но это моя придумка, на самом деле можно не добавлять. Можно добавлять уже готовое блюдо. И специи. И специи можно добавляться сейчас, например. Какая специя твоя любимая, Лиза? Хмели-сунели мне нравится. Хмели-сунели. Да. Хмели-сумели. Я вообще питаю нездоровую страсть к грузинам. Ну, это неплохо, наверное. Они того Грузины не худшие люди. Они преуспели в поедании галстуков. Ну, по крайней мере, один из них точно. О, да. Да, что я добавил? Я добавил немножко лимонного перца. Я добавил немножко чили, потом еще добавлю адских трав острых итальянских. И классического черного перца, потому что с ним какая ситуация? Им его сложно переборщить с ним. Вот так вот. Вот так вот. Я смог, я вырвался. Да, и конечно еще один важный момент, кроме всего этого, это дай мне блендер. Или нам нужен блендер, ручка которого похожа на головку полового члена. Нет, вы можете не писать это в комментариях, ясен пень, мы все это заметили. Это невозможно не заметить. Ну что более фаллическое, чем это? Это более фаллическое, чем все картины Гигера. Вот, Бибер, Just Гигер, швейцарец. Мы снимаем не потому, что так надо, а в идеале, чтобы вы прям на плесе это все месили, потому что у нас длинной провода не хватает. И так бывает. Так пиздец. Вопреки всему, я продолжаю. Мы берем сыр. Я взял, ну, не то что убогий, но, короче, презент не худший сыр. На самом деле,
я не советую брать сыр специально для супа, самый дешевый, который карат обычно, там сыр для супа, они бывают с луком, чесноком обычно. Потому что там, походу, пальмовое масло, нет, я не против него, но просто оно хреново растворяется. То есть про всю биохимию я могу потом в другой раз рассказать, но это тоже сомнительные моменты, хорошо или плохо. Ну не так здорово, но не так ужасно. Но не собираюсь советовать его, собираюсь советовать какие-нибудь обычные сыры плавленые, которые мажут на хлебцы. Лучше всего виола. Была бы лучше всего виола, если бы не санкции. То есть сейчас все пофигу, все в России производится. А те сыры, которые производились до... Когда их там ввели? Апрель-май? В середине лета где-то. В середине лета. То, что производилось где-то еще там типа в марте-апреле, ну просто... Середина, конец лета. У нас это производилось, фасовалось и продавалось. Это было еще финская виола и, блять, обжегся. Как же больно. А все санкции. Все санкции. На самом деле, с сыром еще какая фигня. Нужно постоянно помешивать, чтобы оно не пригорело. Но я обжегся и пока побуду на правах маленькой девочки. Но все сыры, которые продавались вот финские, они исчезли. Сейчас уже производятся российские, они даже по вкусу отличаются. И это общая проблема. Недавно я решил приготовить пиццу. Думаю, ну, я приготовлю пиццу, приготовлю классное тесто, возьму неплохого мяса, возьму томатную пасту и возьму каких-нибудь 2 сыра. Я зашел в пятерочку, но там, конечно, не было мажорских каких-нибудь, ну, теперь мажорских, моцареллы и гауды именно гауденской. Там был сыр российский, я подумал, ну и какая-нибудь брынза или дегиск, что-нибудь такое похожее, белое, просто чтобы цвет поплавился. По текстуре похоже, немножко более соленое, но это не важно. И знаете что? Мое мнение по поводу российского сыра лучше выразит Дарья Зарыковская. Российский сыр – это не сыр, а говно. Пицца получилась отстойная, она выглядела, при том, что все ингредиенты, совершенно потрясающее мной приготовленное тесто, было совершенно ресторанного варианта, но сыр сверху поплавился, знаете, как в школьных пиццах. Мы берем сыра где-то грамм 400. На самом деле, если вы хотите суп погуще, вы можете, ну, самый простой и неэлегантный способ бросить туда муки и кидать муку по чуть-чуть, а то она свернется и получится клёцки. Неприятные клёцки. Но если вы хотите погуще, вы можете либо добавить больше картошки, потому что это крахмал, либо добавить побольше сыра. Важно, ни на секунду не останавливайте свои помешивания, потому что иначе пригорит ко дну, как ваши пуканы, это не очень здорово. И если у вас хреновая плита, как, например, вот эта, то остатки сыра может перемолоть опять же блендером. А цвет уже такой нежненький и лососевый. Саша, что ты делаешь? Я занимаюсь украшательством. Взял маленькую французскую булочку и смешал ее с яйцом, в котором мука, в котором немного травок, в котором немножко чеснока и соли. И это все будет потом плавать в бульоне, это будет красиво и хорошо. У нас продолжает вариться суп и жарятся булки. Жарим булки, жарим булки. Одну булку мы уронили. Ты такой доброжелательный Нет, голос нет. сейчас. Но это ничего, у нас есть еще запасная булка. Да, именно такими хрустящими французскими булками в свое время остановили Большой адронный коллайдер. Лососевый суп-пюре готов, и он хорош. Как сказал один мудрец, любишь — не кусай конец. А наш конец по обыкновению неумолимо приближается, как очередная новелла с Декамерона, рассказанная очередной аристократичной шалавой. Лава льется на шалаву. Поэт из себя примерно такой же, как из Чарльза Буковски. В гостях у нас техновикинг-гедонист, сбежавший из прерий Норвеции. И наш гость выбрал Крым умру молодым. восхуительно Крым умру молодым. Легитимный выбор для свободных господ. И для этого коктейля нам понадобится российско-крымское шампанское за $1.50,
халвы кусок. 1 острый перчик. Рубль. Червонец. И, конечно же, медиатор, для того, чтобы теребить струны вашего свежеоттированного ватничка. Все это и волшебные слова. Пожалуйста, мистер музыкант, сыграйте. Всем шалом, и вот конец выпуска, дерьмовое крымское шампанское. Если кто-нибудь из вас пришлет нам анекдот про евреев, какой-нибудь совет по готовке на кухне или историю, связанную с личным рецептом, то мы вас запостим в конце. Вот. И те трое, кто смотрели до конца, должны запомнить и что-нибудь сделать. Всем спасибо. Запомните, что сделать-то как? Взять, поднять свою жопу со стула, врубить камеру на сраном телефоне хотя бы и записать. Ну смотрите начало выпуска, как это делается, да. В этом вся магия. А вот этот чувак зовут ирокез по паспорту. Не мог промолчать. А, вы хотели нашего... Я хотела сказать Рабана, ты обидишься. Подписчикам и маме. Мы обещали, мы показали. А чьей маме? Максима Дюмина.